Канат выдерживает подъем с некоторым ускорением груза массой 200 кг и опускание с тем же по модулю ускорением груза массой 300 кг. Какой максимальной массой груз можно поднимать или опускать на этом канате с постоянной скоростью? Задача известна, что поднимает груз массой 200 кг с каким-то ускорением, пусть это будет М1, и опускает груз массой 300 кг с таким же ускорением, только направленным в противоположную сторону по модулю. Нужно узнать, какой груз можно поднимать постоянной скоростью. Так, у нас есть два случая. Пусть будет груз, это будет его вес. Когда груз поднимается с каким-то ускорением вверх, сила, которая поднимает этот груз, естественно, будет больше, чем вес груза. Это будет движение вверх. Нужно поэтому записать такое соотношение. Это сила F отнять груз веса P равно массу умножить на ускорение. Это будет сила, которая будет давать этому грузу ускорение вверх. В данном случае сила F минус первую массу умножить на G, это будет вес первой массы, и равно M1, что множится на ускорение. Это будет вот такое соотношение, когда груз поднимает вверх с каким-то ускорением. Второй случай, когда груз опускает вниз с таким же точно ускорением. В данном случае получается, что значение веса будет больше, чем сила F. F просто его поддерживает, но тем не менее основную составляющую создания ускорения создает именно вес тела. В данном случае мы можем записать такое соотношение для вот этого случая, когда опускается вниз. P отнять силу F, которая является вроде как поддерживающей, не дает возможности свободно падать под действием собственного веса, равно n умножить на a. То есть здесь разница поменялась местами. В данном случае вот это является силой, которая больше, чем сила F, и создает разницу для того, чтобы сила опускалась вот с таким ускорением. P в этом случае будет играть роль вторая масса. m2g минус F будет равно m2 умножить на a. В задаче сказано о том, что ускорение в обоих случаях и вверх, и вниз будет одинаково по модулю. Только в данном случае вот это ускорение, которое вверх, направлено вверх, а это ускорение, которое направлено вниз по модулю. Итак, можно вот этих два случая объединить в систему. Первое уравнение будет f минус m1 g равно m1a. И второе уравнение m2g минус f равно m2. Если мы узнаем силу F, тогда эта сила F при равномерном опускании или поднятии груза будет просто равна этому весу. Здесь она участвует с ускорением. Если она поднимается равномерно, значит, согласно первого закона Ньютона или закона инерции, эта сила будет просто равна, напишем так, равномерно. Что значит равномерно? Это значит, что результирующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. F в данном случае будет равно вот этому весу. Ну, а вес это будет тела, масса, которая неизвестна. В данном случае F будет равно, скажем так, будет масса mx умножить на g. В конечном итоге, естественно, нам нужно будет узнать mx, но можно ее выразить через значение f. Для этого поработаем с этими двумя уравнениями, с первым и вторым. Это будет первое уравнение, это второе уравнение. Давайте сложим эти оба уравнения. Левую часть первого уравнения, с левой части второго уравнения и с правой части сложим. Если мы в уравнении добавляем какое-то число одинаковое с двух сторон, и в левую часть, и в правую часть, уравнение не меняется. В данном случае, почему так это дело произойдет? Потому что это что же уравнение эта часть равна вот этой части. Тут две величины одинаковые. Если мы к этой складываем левые части, правые части, мы добавляем и сюда добавим одинаковую величину. Итак, давайте первое уравнение запишем левую часть. F минус m1g плюс добавим вторую часть. С второго уравнения левую часть добавим плюс m2g минус f. Это мы сложили левые части. А теперь правые части складываем. Будет m1a плюс m2a. Смотрите, что получается. У нас сила F уходит, потому что мы-то и не знаем, какая она. Давайте вынесем за скобки здесь G, и тут вынесем за скобки A, и посчитаем, чему же у нас будет равно вот это ускорение. G это мы знаем, это же табличная величина, а мы можем отсюда вычислить. Вынесем здесь G, поменяем местами, это уже знак минус стоит. Выносим G за скобочки, тут получается M2 минус M1, сгруппировали, а здесь выносим A за скобочку, получается A, M1 плюс M2. Итак, мы отсюда можем вычислить, чему же равно A. A равно G в скобке m2 минус m1 и деленное на m1 плюс m2. В принципе, можно вычислить, чему будет равно a. Давайте не будем торопиться. Это можно сделать в любой момент. Посмотрим, каким образом можно дальше сработать. Мы знаем, из первого уравнения можно вычислить, чему будет равно f. Подставим сюда значение a. Вот берем первое уравнение, перепишем его. f
минус m1g равно m1a. Переносим сюда это слагаемое, сюда знаком плюс, естественно, f будет равно m1a плюс m1g. Ну и что напрашивается вынести, конечно, m за скобки. F будет равно m в скобочках a плюс g. А вот это, вот у нас a. Еще не торопимся, будем подставлять чуть позже. Посмотрим на вот это выражение, которое мы написали о том, что при равномерном движении сила F должна быть равна новому весу тела, где будет масса другая. Равномерное движение, где F будет равно P. Вот у нас даже записано вот это выражение. F равно mx умножить на g. Где mx у нас пока неизвестно, мы не знаем. Но дело в том, что вот она у нас, с одной стороны, fp равно ускоренному движению. F это разрыв, по сути дела, канат. Это максимальное его значение, которое он может выдержать вот эту силу. И теперь можем сравнить f, подставить в эту форму. С одной стороны f равно mx умножить на g, а с другой стороны f равно m1, что умножится на a плюс g. Так, пишем x умножить на g. Вот это же f. И равно f с другой стороны m1, что умножится на a плюс g. Ну, отсюда mx чему равно? m1 вверху a плюс g и деленное на g. Теперь, конечно, можно все подставить. Числа у нас есть. Это можно вычислить, подставить. Избавимся от лишней процедуры. Давайте проведем дальше алгебраическое преобразование. Может, мы еще упростим как-то это все. Итак, давайте посмотрим. Подставим вместо вот этого а, вот это все значение. Пишем mx равно дроби большое. Здесь будет m1. В скобочках вместо а подставляем вот это все значение. Выражение. Тут будет тоже дробь g, m2 минус m1 и деленное на m2 плюс m1. Это мы подставили вот это значение а, мы подставили вот сюда. И что здесь еще осталось? Плюс g, деленное на g. Посмотрите, сразу можно что сделать? Вынести за скобки вот это g. Так, может быть, у нас не совсем красиво смотрится, но давайте так. Освободимся от знаменателя в этих скобках для того, чтобы работать последовательно с этими выражениями. Итак, m1, общий знаменатель здесь будет m2 плюс m1. Так, сюда идет m2 плюс m1. Здесь у нас g, m2 минус m1 и плюс g умножится на m2 плюс m1. Делится на вот это m2 плюс m1. Это вверху в числителе. И все это делится на что? Вот эта скобка делится на g. Равно. Теперь посмотрите, вот эта скобка, это дробь. Значит, это числитель, он остается в числителе большой дроби, а это уходит в знаменатель. Итак, давайте запишем, будет равно m1. Что остается в числителе в этой дроби? g умножится на m2 минус m1 плюс g умножится на m2 плюс m1. Так, это в числителе, вот эта часть остается в числителе, а эта часть уходит в знаменатель. А внизу m2 плюс m1 в скобочках умножится на g. Ну, а теперь видно, что g можно вынести за скобки и открыть эти скобки. Что мы получаем? Получаем m1, что множится на g числителя в скобках. Открываем полностью скобки, тут плюсы, поэтому будет легко. m2 минус m1 плюс m2 плюс m1. И делится на что? На m2 плюс m1 в скобках, что множится на g. Смотрите, в скобках m1 и m1. m1 с минусом, тут с плюсом. Можно сократить. Так, сократили. И здесь еще g можно сократить. У нас остаются одни массы. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть. m1 остается. Тут в скобках что получается? m2 и m2 множится на 2m2. И делить на что? Делить нам m2 плюс m1. Давайте как-то красивее запишем это, чтобы было выглядело. Это 2, что множится на m1, что множится на m2, делить на m1 плюс m2. Ну а теперь как с размерностями быть? Тут килограммы в квадрате получается, а тут просто килограмм. И килограммы одни сократятся, одни останутся. Так, давайте запишем, как это все будет последовательно. 2, что множится на 200 килограмм, что множится на 300 килограмм. И делится, сложим оба, 200 и 300 на 500 килограмм. Смотрите, одни килограммы сократятся. Что у нас останется? У нас останется только размерности килограммы. Все остальные остаются у нас в числах. Давайте вот так сократим, чтобы было удобнее. Итак, у нас получается 400 умножить на 3. Это будет 1200 килограмм, что делится на 5. Это будет, перепишем, 1200 килограмм, что делится на 5 равно 240 килограмм. Получили, что вот это значение mx, которое нам нужно узнать, равно 240 килограмм. Данной силой, которая используется в этой задаче, которая вверх может поднять с ускорением тела массы 200 килограмм, а упустить вниз 300 килограмм, вот равномерно тянуть вверх или равномерно пускать вниз может массу 240 килограмм. Mx равно 240 килограмм.